Всем привет! Давно планировал переделать свет в мастерской, наконец это время пришло. Собственно, свет в мастерской у меня есть, а функционирует он вот как. У меня есть дежурный свет, это небольшие лампы по стенам гаража. Это для того, чтобы когда заходишь в гараж, включить его прямо у входа и можно было пройти дальше. Над столом висят плафоны, они освещают верстак. Есть еще такой вот гигантский светильник, он мне нужен для съемок видео. Еще есть прожекторная стойка, но используется она очень редко. Именно сейчас она меня освещает. Этот свет я монтировал примерно 10 лет назад, когда светодиодные лампы стоили дорого, и поэтому все сделано именно так. Но сейчас светодиодные светильники стоят довольно дешево, и я попробую отказаться от всех этих ламп и сделать свет в мастерской из линейных светодиодных светильников. Совершенно случайно на Авито я купил 6 БУ светодиодных светильников по цене 200 рублей за штуку. По этой цене я считаю, что это вообще подарок. Сейчас только корпус светильника стоит около 1000 рублей, а тут корпус, да еще с двумя лампами. Я не люблю покупать БУ вещи, но для мастерской за такую цену это просто замечательно. Я спросил у продавца, рабочие ли лампы в светильниках. Он сказал, что 50 на 50. Либо работают, либо нет. Я буду проверять, если что, куплю недостающие. Я планирую сейчас разобрать светильники, открутить все ненужное, отмыть их и смонтировать на потолке по периметру. Гараж небольшой, этого как раз хватит, чтобы полностью осветить всю поверхность. Я планирую их вешать не прямо у края, а отступить примерно сантиметров 50, чтобы свет отражался от боковых, свет отражался от стен. Сейчас я разберу один светильник, попробую его включить. Итак, вот у нас один светильник. Давайте его откроем, посмотрим, что там внутри. Защелк. Так, снимаем отражатель. Здесь есть блок розжига. Скорее всего, раньше этот светильник использовался с люминесцентными лампами, потом его переделали на светодиодные. Ну, сейчас попробуем запитать сюда 220 вольт, подключить и посмотрим, как оно работает. Включаем. Ну, отлично. Две лампы и работают. Самое интересное, одна из них такая дает рассеянный свет, а второй светодиоды наклеены на ленту, и они светят как бы ровно. Не рассеянный, а направленный свет. Ну, светит довольно ярко. Сейчас проверим все остальные светильники и посмотрим, сколько рабочих ламп, сколько нерабочих. Из 12 ламп всего лишь 2 оказались нерабочими, одна оказалась деградировавшая. Ну, то есть она светит немножко тускло, и там не все светодиоды светят. То есть надо докупить всего лишь 2 лампы. То есть это вообще замечательно. Корпуса светильников вообще прямо грязнейшие, поэтому я пойду их отмою с мылом и потом уже займусь монтажом. Пока светильники сохнут, я займусь демонтажом этих плафонов. Новые светильники я буду крепить таким образом. Я купил шпильку на М8, то есть я буду отрезать кусочек нужной длины, приваривать к крыше гаража, а этим гаечком буду крепить светильник. Ну, посмотрим, как получится. Снял панели и демонтировал старые светильники. В светильниках просверлил отверстие под шпильки. Ну и также отверстие под гофру. Чтобы светильники надежнее держались на шпильках, вырезал из пластины такие кусочки и в них просверлил отверстие. Из потолочного профиля сделал что-то вроде кондуктора
чтобы брызгами от сварки не повредить светильник. Отмечаю те места, где будет установлен светильник, зачищаю и привариваю. Аналогичным образом вешаются все остальные светильники. Клипсы под заклепки буду крепить прямо к стенке гаража. Кстати, хочу поделиться таким советом, как можно быстро закрепить клипсы к стене гаража. То есть, если вы берете 20-ю гофру, вы можете взять заклепочник, его диаметр как раз также 20 мм, взять заклепку и вставить его в клипсу. Просверлить отверстие и прикрепить к стенке гаража. Получается очень быстро, практично, без всяких винтиков и гаечек. Даже при двух неработающих лампах результат получился просто великолепный. Ну вот, закончил я с освещением. Сказать, что здесь стало светло, это ничего не сказать. Здесь просто нереальный какой-то свет. Все видно на верстаке, все видно на полках. И поскольку свет стал прямо очень яркий, я все-таки решил добавить дежурного света здесь в серединке. То есть мне не всегда нужен такой яркий свет, а заморачиваться с кучей переключателей мне не захотелось. Поэтому у меня сейчас два света. Один вот этот основной и вот этот дежурный. Сейчас я покажу, как светит основной и дежурный свет и по отдельности. Вот так вот светит дежурный свет. Вот так вот светит основной свет. А вот так основной с дежурным. Ну, как видите, можно комбинировать. То есть основной свет и дежурный свет. Результатом своей работы я остался очень доволен. Светодиоды дают такой мягкий рассеянный свет. Я даже выкинул свой софтбокс, он мне больше не нужен. По сути, крыша мастерской со светодиодными светильниками — это и есть большой гигантский софтбокс. Теперь уже. Надеюсь, мои дальнейшие видео будут более красиво сделаны, лучше освещены. Если у вас остались вопросы по этому видео, задавайте вопросы в комментариях, я постараюсь на них ответить. А если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну на этом все. Всем удачи и пока.